Народ, всем привет! Пока Теслу поставил на зарядку, решил видосик запилить, задать вам вопрос. Подскажите, как вы думаете, я сейчас расскажу всю ситуацию, к чему, от чего это пошло, но мне интересно, пишите в комментах, в личку, кому как удобно. Не знаю, куда видос этот выгружу, но я с человеком познакомился, пообщались, мы интересно и классно рассуждает, он задает вопрос мне: Сань, а почему ты, говорит, поехал именно в Америку? Ну, говорю, тогда я был в Германии, я рассматривал Америку всегда. Почему? Ну, мировая страна, мировая экономика, мировой язык, здесь рынки фондовые, ну, все, технологии, все начинается расти отсюда. То есть здесь развитие очень быстрое. Прожиточный минимум, я посмотрел, здесь меня устраивал. Я говорю, я сразу же попер в Америку. И раньше, говорю, думал, что это самая сверхдержава. Он говорит, а почему ты раньше так думал? Вот теперь, говорю, давай посмотрим. Америка имеет государственный долг большой. Просто этот государственный долг, он растет не днями, не часами, наверное, минутами. Они должны перед всем, перед гражданином Америки, перед теми людьми, которые держат там облигации казначейские, перед банками, перед другими странами, это можно перечислять. Этот государственный долг растет, и он большой. Китай не имеет государственного долга большого. Импорт-экспорт в Америке присутствует, но он не сильно такой большой, как в Китае, например, экспорт. Первое, в Китае экспорт, ну это, мы, думаю, это можем не обсуждать, там заводы, наверное, это мировой завод, можно так назвать. Почему? Да любую сейчас технику возьмите, разберите, там будет внутри мade-in-China. Да, они имеют уже разный сертификат качества для каждой страны, не так, как раньше. Ты покупаешь China, это прям такое, гарбич, мусор. Нет, сейчас ты можешь купить China, любой ей позавидует, там качество будет на высшем уровне. Даже американцы отсюда берут, там бывает там покупают продукцию, а бывает там открывают заводы, там людям платят зарплаты, потому что там легче закупить сырье, там оно добывается, есть некоторое сырье, которое еще дешевле добывается, чем в других странах, и там все делается, это дешевле. И что получается? Даже американцы свои бабки отдают туда. А там люди, когда получили бабки, они не выходят из страны. И что получается? Тот человек, который там работает, он получает зарплату, вечером он пошел кофе купил, либо накопил машину купил, либо накопил участок, дом, неважно. Контролируется вывод денег из Китая. Юани не выходят и не расходятся так, как с Америки. Доллар, да, Америки доллар это мировая валюта, его не удержать, понятно. Но, смотрите прикол, экономика в Китае просто растет с дня в день. Почему? Потому что бабки заходят, экспорт, они продают что-то, а бабки за это им дают, да, заводы там открывают, людям зарплату там платят, и никто не выводит оттуда бабки, они остаются в стране. Экономика там что? Она растет, растет и растет. И что происходит сейчас? Почему Китай максимально начал скупать золото? Вы просто посмотрите на обороты, там, не знаю, золото вот так вот шло, потом сейчас посмотрите, как оно пошло. Оно вот так идет, Китай скупает и скупает. Даже Трамп что-то там уже за такое заминжевался, говорит, надо вернуть золото домой, пересчитать, не украли ли у нас золото. Не знаю, куда он форкнулся или куда он будет его возвращать, но сама суть, прикиньте, почему это происходит. Вот у меня к вам такой вопрос. Давайте, наверное, вернемся к началу, 71 год. Что сделал Никсон? Давайте еще назад откатим, чтобы было понятно, из чего все растет. Первая мировая, думаю, никому не интересно. Там кто-то кого-то убил. Из-за этого началась паника, началась дележка территорий и так далее. Вторая мировая война началась из-за Германии. Германия решила пересмотреть свои территории. По первой войне мировой ей не понравилось. И она решила пересмотреть территории, напала на Польшу, подключилась Франция защищать, потом Британия. Они напали на Францию, в 41-м напали на Советский Союз, в 45-м это все закончилось. Но что произошло в 44 году? Уже в 44 году все понимали, все страны, которые воевали, они понимали, что чтобы отстроить страну, чтобы воевать, нужен бюджет. Чтобы это все потом восстановить после войны, нужен бюджет. А бюджету, не бюджету, а валютам уже никто не доверял, потому что непонятно, в какую сторону развернется война, как это все будет работать. Извините, солнце светит, не запрятаться. Как это все типа работать будет, если никто не доверяет валюте? Вы доверяли только золоту там и что-то в этом роде. И что получается? В 44 году Америка делает предложение. Смотрите, мы можем вам дать доллар, мы занимаем вам доллар даже в долг, и доллар будет подкреплен золотом. И также вы обязаны прикрепить свои монеты к доллару по определенному курсу для каждой страны. Вот вы сейчас в какой-то стране находитесь, правильно? У вас есть курс доллара. То есть вы можете пойти своей валютой купить $1. Там есть курс к доллару. Доллар к курсу вашей валюты. И это было закреплено еще в 44 году. Но начало это все работать в 45-м, когда закончилась война. Ну что произошло? Америка умная. Они сделали как? Они сказали, доллар закреплен за золотом. Ваш доллар это не просто бумажка, это прям золото. То есть оно закреплено за золотом. То есть вы взяли часть доллара, вы можете за эту часть доллара получить золото. Вы захотели, вы вернули нам доллары, там любой принес, ну не любой, банк, Нацбанк, государственный банк принес там сумму, мы вам вернули
золото, то есть было доверие. И получается, вы также прикрепились к доллару. И что получается? Получается доверие к монетам, не к монетам, а к валютам. Получается, что каждый закрепился к доллару, доллар закрепился к золоту, из-за этого выработалось доверие, цепочка такая. Экономика в 45-м все началось отстраиваться, заводы, станки, все покупалось, все было хорошо. Но что произошло в 71 году? 1971 год. Печатаются бабки. Паника на борту. Все страны думают, а что, если мы запросим бабки вернуть, не бабки вернуть, а если мы принесем доллар, а уже такого количества золота нету, вы бабки печатаете, печатаете, печатаете. И что происходит? Никсон говорит, а я тогда открепляю доллар от золота. Я не знаю, что у него за куриные, ну, может, у него и мозг работал. Почему? Потому что это была не просто мировая валюта, это валюта была, в которой уже все друг другу должны, все договоры заключались в долларах, покупали там пару баррелей нефти, там все было в долларах, внизу указывалась сумма в долларах, понимаете, это была уже мировая валюта, он пошел, можно сказать, ва-банк, и он выиграл, доллар до сих пор держится на плаву, но мне кажется, все-таки он какую-то ошибку допустил, что открепил, хотя кто его знает, может и нет, мир очень быстро движется, например, если с золотом это все бы происходило, это было бы на все медленнее, все по-другому, система совсем была другая была. Даже крипту, если сейчас взять, она ни зачем не закреплена. А как она работает? Уже можно пойти за крипту купить тачку. То есть мир очень быстро развивается, но все равно закрадывается мне, что это была какая-то маленькая ошибка. Почему? Потому что сейчас Китай максимально скупает золото. А если он скупает золото, что он может сделать, сказать? Он может сказать, смотри, у нас золото сейчас... наша валюта закреплена золотом, и выдвинуть свою, ну да, может они хотят сами укрепиться, может быть, не знаю, потому что выдвинуть свою валюту мировой, то есть сделать альтернативу доллара, вот это будет сложно, потому что им придется полностью менять правила, они же контролируют там все, оттоки бабок, это, ну, то есть это сложно будет, но вдруг, если они поменяют, понимаете, что произойдет? Доллар просядет, доллар прослабнет, а если доллар прослабнет, то две уже будут мировые экономики, две уже будут такие значимые страны, и получается, что поэтому я и раньше говорю, что я раньше думал, что это самая крутая, самая развивающая страна. Но теперь, кто заземлился в Китае, я уже могу за них тоже так сказать, что там крутая страна, там реально нормальное развитие. Но что получается? Мы можем увидеть прослабление доллара, я думаю, уже... когда договоры будут заключаться, и там не будет обязанным внизу доллар. Если там уже будут другие валюты указаны, это жесткий звонок, что доллар просядет. Если импорт в Америке поднимется, это жесткий, ну не по логистике местной, а вообще если импорт поднимется, это жесткая просадка доллара начнется. Но вот вопрос такой к вам, знатокам, кто владеет какой-то информацией, закрытой, не закрытой, так что пишите. Вроде не жирное, солнце так светит. Не, я жирный, запустил себя. Но, ребятки, напишите в комментах в личку, кто чем обладает информацией, либо мыслями какими-то. Для чего Китай скупает золото? Вот весь был вопрос у меня. Ну, как-то так. Всех поднял, закружил, поставил. Всем пока.